Тут болото нахрен. Просто представить себе страшно, что здесь реально происходил шабаш ведьм. Короче, я приехал сюда на практически полностью спущенном колесе. Это нереально, они реально, это правда. У меня просто лютое чувство страха. Знаете, я вот, когда отправляюсь в такие места, реально, я начинаю верить в мистику. Вот действительно. Друзья мои, всем привет! С вами Искатель Евген. А сейчас я еду в место по поверьям, которое считается реально проклятым. В самом прямом смысле этого слова. Я думаю, что вы уже догадались из названия видео. Я еду в место, где по легендам где-то лет 100 назад местные ведьмы собирались и проводили самый настоящий шабаш. Местные жители одной деревушки, которая не так далеко отсюда, старой деревушки, рассказали мне то, что это место, оно расположено в глухом старом лесу, который в простонародье получил прозвище «Дьявольский». Я, в принципе, не представлял, как выглядит это место, но одна бабушка сказала мне, что я сразу это пойму. И есть отличительная особенность там. Это здоровый старый дуб, который разветвлен на 2 ствола и напоминает, как будто бы из земли торчат ноги ведьмы. Уж не знаю, насколько верите этому, звучит, конечно, жутковато, но я, в принципе, отправился сейчас сюда и хочу сам отыскать это место, действительно увидеть это все и записать на камеру. Так, ну что, ребят, сейчас съехал вот так вот с основной трассы. Мне надо ехать дальше вот сюда. Знаете, уже как-то смотрится жутковато, чаще леса. Сейчас включу дальний свет. Даже дальний свет не пробивает, что там дальше находится. Просто кромешная тьма, блин. Это реально жутко. Только я сказал жутко, прям вот так вот упал какой-то листок с дерева. Знаете, я как бы верю во всяких там ведьм, в историю, да, мне это интересно самому, но, не знаю, я так думал, ну неужели правда раньше проводили такие шабаши? Или шабаши, как правильно ставится ударение. Слушайте, лес выглядит реально жутко. И он действительно очень старый. Я смотрю по деревьям, которые растут вокруг. Так, дорога, знаете, вроде бы по ней не сказать, что прям накатано сильно, но трава не растет, и вероятнее всего машины все-таки ездят. Периодически она проезжает. Что вот это такое? Какой-то мусор, видимо, да? То есть мне такое предчувствие, что здесь комаров просто рой. И боюсь, как бы они меня тут вообще не сожрали. Посмотрите, какие старые дубы, действительно. Лес очень старый. Охренеть, какие они высокие, а. Главное, чтобы здесь нигде не забуксовать. Дожди вроде бы не долго шли и не успели сильно размыть дорогу. Ух ты, что там такое, нахрен? Дикие животные. Возможно, какая-то лиса. Так, а что там? Какое-то дерево, что ли, не проехать здесь? Так, это своего рода, наверное, преграда для меня, чтобы я ехал дальше. Какой-то знак. Так, ладно. Придется объехать, наверное. О-о-о. Так, по карте этого маршрута не было. Значит, развилка. Одна дорога идет налево, другая прямо. Так, а куда же мне ехать? По карте дорога шла все время прямо. Мне надо будет доехать, пока не закончится дорога, а затем идти пешком.
Так, одна дорога идет туда. Так, ну и куда же мне ехать? Я всегда попадаю в какие-то места, не знаю путь и начинаю блуждать. Знаете, что-то подсказывает мне, вот реально, что, блять, у меня, я смотрю туда, ребята, вон в то направление, и у меня идут такой легкий мороз по коже. Давайте поеду туда. Хотя он там тоже выглядит довольно страшно. Так. Что называется, приехали. Так, ребята, впереди охренеть какая лужа, которую я просто-напросто могу не выехать. Так, это раз. Света постоянно что-то падает, что ли, я не знаю. Или это комары. Так, вот здесь вот еще уже здесь реально можно так вот застрять. Ладно, сейчас попробую проехать. Есть. Все, слава богу, проехал. Не забуксовал на месте. Ребят, в общем, буквально в нескольких метрах отсюда, я смотрю по карте, где-то получается, наверное, вот там вот справа должно располагаться кладбище. Какое-то деревенское старое кладбище. Где-то вон там сейчас я вдалеке проехал, там был какой-то блик света. Сейчас надо выйти просто на улицу, сориентироваться получше и посмотреть, куда мне ехать дальше. Не стоило только выйти и, знаете, так подул ветер. Что это такое постоянно бьется об листья деревьев? Мне всегда боюсь, знаете, чего, что я буду вот так вот выходить, и кто-то сзади побежит из кустов, подкрадется и чем-нибудь меня огреет по голове. Это мне какая-то, не знаю, навязчивая идея, блин, или страх. Смотрите, вот там, вот видите? Блин, на камеру не передать. Пропал. Это, наверное, деревня. Это, наверное, свет из деревни или село какое-то там, я хрен его знает. Так, ладно, сейчас надо понять, куда ехать дальше. Здесь вот. Так, смотрите, здесь такая тропа дороги, которая ведет на кладбище. Это кладбище. Я даже уже отсюда вижу, ребят. Я даже уже отсюда. Смотрите. Вон. Какой-то фонарь. Может быть, подъехать туда чуть ближе. Короче, я даже отсюда сейчас вижу, как светится надгробные плиты. Блин, честно сказать, мне сейчас такой мороз по коже прошелся. Он прям вон там начинается, ребят. Сейчас фонарь, конечно, не добьет. Он прям вот там вот поляна и идет самое кладбище. Машина стоит здесь. Так, ладно, чё? Поеду сейчас, наверное, туда на свет, спрошу, может быть, кто знает дорогу, как, или хотя бы примерное место расположения, как проехать к этому самому месту, где был раньше шабаш ведьм. Ух, ё-моё. Так, секунду. Так, здесь как? Так, здесь нормально. Здесь еще. Ну что?
спущено, что ли, блин? Охренеть, юж мать, а? Ребят, короче, я приехал сюда на полуспущенном, да не полуспущенном, а практически полностью спущенном колесе. Твою ж мать, блядь. Я еще выехал, я доехал по трассе, я уже чувствую, что что-то не так. Придал этому значение, блядь. Колесо полностью практически спущено, блядь. Ребята, и надо было мне остановиться волею судьбы прям вот там вот так вот возле кладбища, которое расположено сзади меня. Охренеть. Давайте поскорее надо закачать насос и валить отсюда. Что там за звуки? Со стороны кладбища. Ребята, сейчас, короче, со стороны кладбища реально слышен какой-то звук, реально похожий на вой. Я сейчас не пытаюсь нагнать страху, но, блядь, сука, мне сейчас реально тут стрёмно. Слава богу, у меня есть такой вот насос, сейчас попробую накачать. Не знаю, если колесо пробито сильно. Есть. В общем, подожду, пока колесо вот так вот накачается, и поеду отсюда быстрее. Сейчас приехал. Вот здесь вот находится какая-то деревня. Смотрите, ребята, сейчас вот здесь вот на окраине сбоку леса находится вот такая вот заброшка. Она, по-моему, не заброшенная. Скажите мне, что это такое? Какой-то колодец. Слушайте, здесь находится, наверное, какой-то, не знаю, какие-то гидросооружения, которые откачивают воду. Причем я смотрю, что она сейчас работает. Охренеть. Но там никого нету. Вероятнее всего, вот там вот дальше расположено какое-то село. Наверное, это какая-то скважина, которая предназначена для того, чтобы откачивать воду. Качать воду, точнее. Странно, она выглядит вроде как заброшенная, но в то же время там работает какой-то электродвигатель и качает воду. В общем, ребят, я хрен его знает. До деревни так и не дошел. Решил идти вот так вот. Придется идти вот так вот наискосок. Сейчас иду, можно сказать, через какую-то полуболотистую местность. Даже хрен его знает. Знаете, твою ж мать, блядь, тут болото нахрен. Охереть. Ёп. Ой. Сука. Ух ты, бля. Сука, ногу не могу втащить. Фу, бля. Охренеть. Твою мать. Я, с детства боюсь болот, потому что когда-то давно у нас еще
Бабушка, помню, пугала, что болото может засосать. Не знаю, осталась какая-то фобия, что ли. Мне еще повезло, что сейчас еще не холодно на улице. Нога полностью вообще промокла. Блин, просто реально какое-то дерьмо оттуда воняет. Может, это какие-то сточные канавы, я хрен его знает. Но это реально опасно. Мне еще повезло, что я не провалился туда полностью, потому там, короче, наверное, глубина, мне кажется, реально... Блин, там реально глубоко. Хрен бы с ним с камерами, но, блядь, реально могло засосать. Вот так вот просто нелепо, блин, погибнуть в лесу, в болоте. Охренеть, блядь. Ну что, ребят, в общем, пришлось вернуться в машину. Взял палатку, фонарь вот такой вот, потому что уже основной начинает садиться. В общем, пошел я пешком, потому что, не знаю даже... Какая-то тишина такая в лесу. Страшно. Мне всегда это пугает больше всего, если честно. Сейчас иду, так вот, какая-то узенькая дорожка. Даже не знаю, куда она меня приведет. Смотрите, какой-то спиленный так вот пень. Все вот что. Даже растут какие-то грибы. Там должно быть какое-то дерево, огромный старый дуб, который, значит, имеет два ствола, напоминающие, как будто торчат ноги ведьмы из земли. Не знаю, что-то пока что я таких не наблюдаю, но вот какой-то... Ух, ни хрена себе. Ёп, ребят, может быть, это вот это дерево это просто вот таким вот образом ломалась береза, наверное, да? Ау! Я слышу, как постоянно на листья деревьев что-то осыпается. Знаете, на удивление, но здесь мало комаров. Это действительно похоже на какой-то мертвый лес. Ну, ребят, я уже устал, если честно, идти. Уже, наверное, минут 30 вот так вот лазью. Какой-то дуб. И кто сейчас там пробежал? Ё, это что, волки, что ли, здесь? Ребята, вы слышите? Блин, реально это вой. Это вой, самый настоящий вой волка. Это не шутки. Я уже отошел довольно-таки прилично от машины. Я сейчас слышу, что где-то отсюда, приблизительно, по моим предположениям, в метрах, наверное, 500-700, слышен отчетливый вой волка. И это очень стрёмно. Я даже не знаю, что делать, потому что машина, блин, ну хер его знает, она расположена как раз в той стороне. Бежать сейчас к ней не вариант. Кстати, у меня такие же мысли, что залезть реально на какое-то дерево. Они же вроде бы не смогут с дерева достать, да? Фью, мать, опять где-то вот там. Мне кажется, или я реально нашел это место, где проводили шабаш ведьм. Смотрите. Вот.
еще Стамбула. Я не знаю, сколько ему лет, но явно больше сотни. Короче, действительно, блядь, реально, он реально напоминает две ноги, торчащие из земли. Опять вижу сморожки по коже. Смотрите, чтобы вы понимали, вот так вот я стою напротив одного из стволов. Практически вокруг, около этого дуба, растут мертвые деревья. Смотрите, вот они. Они все мертвые. Просто охренеть. Вот эти самые две ноги, которые торчат из земли. Он просто огромен, ребят. Ух ты, ёп. Да ну нахрен. Этого не может быть. Этого реально не может быть. Я сейчас не верю своим глазам. Короче, смотрите, сейчас я вам кое-что покажу. То, что снимаю я, то же самое все увидите вы. Смотрите. Вот те самые столбы, про которые они реальные, это правда. Вот именно про них мне говорила местная жительница. Тут что, лазит, что ли, кто-то? Кто здесь? Стоп. Здесь, на этом столбе, нарисованы какие-то странные цифры. Но мне кажется, что это, наверное, не связано уже как-то с ведьмами, а кто-то, может быть, уже намного позже рисовал их, какие-то обозначения, хотя я могу ошибаться. Честно, я не знаю, для чего они тут предназначались, но если явно тут проходили какие-то обряды, то тихо. Что здесь нарисовано, я не пойму. Слушайте, может, это какие-то могилы вообще тут, наверное? Еще один. В общем, ребят, это реально жутко. Просто представить себе страшно, что здесь реально происходил шабаш ведьм. Эти какие-то столбы явно предназначались, наверное, для каких-то проведения каких-то ритуалов. Но вы сами посмотрите, здесь просто чаще леса. Видно, что им уже по очень-очень много лет. Твою мать! Сука! Бля!
Мне чуть сердце не разорвалось, нахрен. Короче, я наступил вот так вот на вот эту вот ветку, и она зашатала это дерево. Ребят, знаете, что еще? Я также еще нашел в интернете такое, что, значит, если стать ночью в месте, где, значит, проводили когда-то шабаш ведьм между двумя деревьями, то можно увидеть реальную ведьму. Мне дико страшно, знаете, по двум причинам. Самый первый страх – это то, что здесь, в этом лесу, водятся дикие животные, а конкретно волки. И еще такой момент, то, что я реально нашел это место. Давайте, знаете что, ребят, в общем, сейчас я разобью где-то у десят палатку, ну и попробую провести здесь ночь. Так, ребята, все, вроде бы вот так вот установил палатку. Сейчас прям нахожусь у десят, вот за этим вот чертовым деревом. Столбы находятся вот там вот дальше. Я всегда о себе очень сильно много воображаю. Мне всегда представляется, как будто здесь, блин, кто-то стоит. Вот так вот закрываю на несколько секунд глаза. Сейчас вроде бы пошел дождь. Что это за стук был? Заморосил дождик. В общем, я хрен его знает, какой-то стук. Там вот со стороны столбов. Знаете, я не знаю почему, но какое-то не очень хорошее предчувствие, что ли. Я слышу, как периодически где-то с интервалами минуты 3-5 с стороны вон там, где находятся столбы, ну еще дальше, туда вглубь леса, периодически издаются какие-то стуки. Знаете, но это не дятел, потому что он стучит совсем по-другому, а просто разовые такие стуки. Как будто, знаете, кто-то берет топором, бьет вот так вот топором по дереву. Бьет, 3-4 минуты ждет, отрывает топор и бьет опять. Сейчас слышите? Это вот реально страшно, я вам хочу сказать. Не знаю, попробую постараться здесь заснуть. Знаете, что еще странно, что здесь практически, как только я подошел сюда, я не слышал здесь никакого пения птиц. Просто гробовая тишина. Знаете, это пугает реально больше всего. Пугает реально больше всего. Такое ощущение, как будто кто-то наступил на ветку. Причем не один раз.
лампа практически полностью закоптилась. В общем, ребята, все-таки я решился на то, чтобы провести вот этот вот эксперимент. Ну, опровергнуть эту якобы легенду. Давай, загорайся. У меня реально уже просто нету света. Единственная надежда на вот эту лампу. Если станешь унесет между двумя деревьями, то якобы ты увидишь реальную ведьму. Сейчас где-то вот гавкают собаки. Блин, хрен знает, я может реально сюда кто-то идет. Так, ладно. Бля, что так страшно, а? Что я вот так вот стою между двумя этими деревьями, ребят. Сука. Блядь, сердце заколотилось нахрен. Твою мать, нахрен. Да ну нахер. Там где-то сейчас, где-то отсюда, не знаю сколько метров, блядь, упало дерево. Охренеть. Ребят, я не вижу никакую ведьму сейчас, но мне просто лютое чувство страха. Что за огонек он там? Там вдалеке какой-то огонек. В этот момент аккумулятор на камере полностью сел. Я в спешности собрался и покинул это страшное место. Что, ребятушки, в общем, в спешности покинул это место. Просто ни с того, ни с сего. Но у меня, в принципе, садился аккумулятор на основной камере. Но еще оставалось где-то минут 30, и он просто вырубился раньше. Даже не знаю, связано ли это как-то с этим местом или нет. Но, тем не менее, меня это напугало. Я в спешности собрал палатку, бегом побежал. Кое-как нашел свою машину. В любом случае, я думаю, что вам было интересно смотреть захватывающие приключения с моим участием. Поэтому, если не жалко, друзья мои, поставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. С вами был канал Искатель Евген. Ну а что еще сказать? Поехал снимать для вас очередной захватывающий видос. Всем пока, до новых встреч.